Здравствуйте, дорогие друзья! У нас на улице дождик. Но я решила себя порадовать. Я купила себе новую орхидейку. И сейчас я хочу ее раскрыть вместе с вами. Название у этой орхидейки Мадонна. Вот она, девочка такая. Был праздник День учителя, и в магазины завезли новые орхидеи. Вот она в таком стаканчике. Он непрозрачный, матовый. Но корешочки просматриваются. Вот она, моя красоточка. У нее такой интересный цвет. Так поднимает настроение. Если я не ошибаюсь, это мультифлора среднего размера. Не мини, не стандарт, а мультифлора. Вот у нее бутончики есть. Надеюсь, она их раскроет, не отсушит. Продлит свое цветение. Порадует меня. И вас покажу вам. Так, что у нас по корням? Вот корешочки. Корешочки есть. Посажено в кокосовый субстрат. Так, сейчас я, как всегда, по традиции обработаю листочки зеленым мылом. Вот я взяла такое зеленое мыло и ватный диск. Хорошенько протираем листочки со всех сторон. Цветонос тоже я протираю зеленым мылом. Так, пока от палочки отсоединим. Я протирала орхидейку мылом. Посмотрите, что я заметила. Есть заблудившийся цветонос, который собирается дальше цвести. Вот пробудившаяся почечка. Видно вам? Вот она. Так что буду ждать еще одну веточку с цветами. А еще я хочу опрыскать орхидейку водичкой с добавлением зеленого мыла. Налила немножко водички и немножко зеленого мыла. Так, теперь перемешаем. Я хочу опрыскать орхидейку, чтобы попасть во все пазухи. Так. Вот у меня такой пульверизатор. И опрыскиваем все пазухи. Чтобы везде попал раствор.
зеленого мыла, если вдруг там где-то внутри сидят насекомые, чтобы на них тоже попасть. И по верху грунта немножко пройдусь. Так, все. Теперь я хочу обрезать всякие сухие кончики, корешочки. Беру свои любимые ножнички, протираю их спиртом и начинаем обрезку. Так, у меня здесь такой сухой кончик корня, я его сейчас обрежу. И продолжение цветоноса тоже сухое. Или это корень прилип? Не понял. Обрезаем. До живого мы не отрезали, так что перекисью обрабатывать не нужно. Теперь я ставлю орхидейку в кашпо. И полью ее теплой водичкой. Сделаем небольшой первый полив по краю горшка. Первый раз я обычно много не поливаю, постепенно приучаю корешочки к поливу, если вдруг в магазине орхидейку редко поливали и корни засохли. Полили. И теперь промокну точку роста после нашего опрыскивания, чтобы не было никакого загноения. Еще я приготовила мелкую кору и мох. Мох необходимо увлажнить. Переворачиваем. Приготовили мох. И теперь берем нашу орхидейку. Видите, я хочу подсыпать в горшочек немножко коры, а то корни голые, и они могут пересохнуть и совсем высохнуть. Видите, пусто в горшке. Сейчас я досыплю коры. Мелкую кору взяла и досыплю во все пустоты. Так, крупно уберем. И с другой стороны.
Теперь необходимо немножко постукать по горшочку, чтобы кора провалилась. Далее обкладываем верх горшочка мхом, немножко его утрамбовывая. Такая красота у нас получилась. Я утрамбовала весь мох, под всеми листиками разложила. Вот. И ставим горшочек обратно в кашпо. На этом все. Все необходимые процедуры я сделала. Ставлю орхидейку отдельно от остальных на карантин. На этом все. Буду прощаться с вами. До скорой встречи. Пока-пока.